Водичка посвежее, мне кажется, чем у нас зимой в проруби. Катим импровизированный стол. Производим небольшой полевой ремонт. Привет! Рад снова видеть вас на канале Активная жизнь. Продолжаю свой рассказ о путешествии по русскому северу. В прошлой серии мы останавливаемся в Кировске, посещаем интереснейший музей камня, самый северный в России ботанический сад и гуляем в горах. А в этот раз мы отправляемся с вами в Териберку. Смотрите видео до конца и подписывайтесь на канал, будет интересно. Сегодня, с учетом заезда в Мурманск на дозаправку и мелкий ремонт, до Териберки нам предстоит проехать 340 километров. Выезжаем из отеля и после небольшой прогулки в горах мы отправляемся в путь. Погода на улице прекрасная, не спеша и наслаждаясь видами, для начала мы едем в Мурманск. Как всегда, трасса Кола радует своим практически отсутствующим автомобильным трафиком. Пожалуй, это одна из моих самых любимых трасс. Приличное качество асфальта, очень мало попутных машин и, конечно же, красоты, один за одним сменяющиеся пейзажи. А сегодняшняя аномальная жара вообще местами делает дорогу похожей на дорогу в Техасе. Но это не Техас, это трасса Кола на подъезде к городу Мончегорск. Едем дальше, по пути нам все чаще встречаются мотоциклисты. Это вполне естественно. В середине лета мотоциклистов на Кольском полуострове больше, чем где-либо. Ведь в эти дни здесь проходит легендарное и очень душевное мероприятие «Мотобухта». С радостью посетим его еще раз, да и не раз. Ведь что может быть лучше задушевных бесед и интересных экскурсий с единомышленниками на краю земли? Так что если вы устали от повседневной жизни, добро пожаловать в круги истинных искателей приключений. Еще немного пути, и к половине третьего мы приезжаем в Мурманск. Разворачиваемся и спускаемся по эстакаде в город. В Мурманске мы делаем небольшой привал и производим мелкий ремонт мотоцикла. А именно, меняем трос сцепления, про который я ранее уже говорил. Производим небольшой полевой ремонт. Порвался у нас на бездорожье тросик сцепления. Кстати, господа, если у вас возникнет вопрос с заменой троса или троса, как правильно, сцепления, то от карбюраторной Родеры на инжекторную они абсолютно одинаковые, вообще разницы ни в чем нет. Так что можете покупать. В данном случае запчасти поможет магазин Мурманский Мотоэксперт. Так, что надо смазать и ставить. После небольшого перерыва на ремонт мы едем на заправку, ведь бортовой компьютер показывает нам, что топливо у нас осталось ровно на 0 километров. Здравствуйте, а будьте добры, пожалуйста, сотый в 8 до полного. Заправив мотоцикл, мы наконец-то отправляемся в Териберку. Съезжаем с трассы Кола на Серебрянку. Дорога довольно длинная, практически пустая. Простилается она сквозь многочисленные сопки. На большей части трассы асфальт вполне приличного качества. А Серебрянкой называется потому, что идет до Серебрянского водохранилища, но наш поворот находится немного ближе.
Примечательно здесь то, что проезжая по Серебрянке, мы имеем возможность понаблюдать за сменой природных зон довольно на коротком отрезке маршрута. К примеру, в самом начале это лесотундра. Вдоль трассы все еще встречаются низкорослые деревья. Проехав буквально несколько десятков километров, мы въезжаем в самую настоящую тундру. Деревья здесь почти отсутствуют. Поворачиваем в сторону Териберки, деревьев здесь и вовсе нет. Проехать нам остается примерно 40 километров. Когда я был здесь в прошлый раз, от поворота и практически до самой Териберки, был грейдер из довольно глубокого песка, на котором очень много разложилось народа. В этот раз первый десяток километров лежит новый асфальт. Это не может не радовать. Но все хорошее рано или поздно заканчивается, в том числе и хорошая дорога. Лишь только въехав на песок, мы полетели кубарем. Как всегда, не вовремя камера была выключена. Встали, отряхнулись и поехали дальше по песчаной дороге. Хоть данный отрезок пути совсем не из легких, зато он очень живописный. Бескрайняя тундра, петляющая дорога, уходящая за горизонт сквозь бесконечные спуски и подъемы, многочисленные озера, сменяющиеся сопками. Чуть дальше появляются и скалы. Досаждает лишь периодически стиральная доска на грейдере. Однако мы преодолеваем этот путь с удовольствием и на одном дыхании. Недалеко от Териберки вновь начинается новый асфальт. Дорога здесь как взлетная полоса, хоть состязание устраивай на четверть мили. Еще немного, и мы приезжаем в Териберку. Село находится на Кольском полуострове в Мурманской области на берегу Баренцева моря, в устье реки Териберка. Впервые поселение упоминается в XVI веке. В то время здесь находилось становище, где во время рыболовного сезона селились русские рыбаки. В начале 17 века становище было разрушено датской военной эскадрой, а в начале 18 века пострадало во время англо-русской войны. Расцвет Териберки начался с 1823 года, когда поселение буквально построили заново. Вскоре сюда стали приезжать на постоянное жительство переселенцы из других районов. Главные занятия – рыболовство, китобойный промысел, животноводство. В 20-х годах Териберки организовывают колхоз, и село становится центром Териберского района. Позже открываются детские ясли, рыболовный колхоз, моторно-рыболовная станция, кинотеатр, школа, больница, спортивные секции. После окончания Великой Отечественной войны наступает следующий бурный виток развития Териберки. Активно строятся новые дома, школы, поликлиника. Появляется птицеферма, еще один рыболовецкий колхоз и рыболовецкие заводы. Жизнь в поселке била ключом. После 1960-х годов развитие Териберки пошло на спад. Это было связано с появлением крупных судов, развитием рыбного порта и рыбокомбинатов в Мурманске. Еще больший урон поселку нанесла приватизация в 1990-х годах, когда многие местные жители остались без рабочих мест. В 1997 году поселок Териберка получил статус села. Численность населения постепенно уменьшалась, жители уезжали работать в Мурманск и другие города. Многие дома остались заброшенными. Новая жизнь в селе началась после выхода фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» в 2014 году. С тех пор туристический поток в Териберку не иссякает. В настоящее время поселок постепенно возрождается. Строятся новые дома и отели, появляется все больше асфальтированных дорог. Развивается туристическое направление. Оно и неудивительно. Помимо особенного месторасположения и уникальной природы, здесь есть что посмотреть. Всех тех, кто привык ездить на теплое море или мыслить стереотипами о суровом и недружелюбном севере, призываю выйти за рамки своей зоны комфорта и побывать здесь, как это сделал однажды и я. Побывав на севере хотя бы раз, хочется возвращаться сюда снова и снова. Это не объяснить словами и не передать через видео. Нужно попробовать лично, хотя бы раз. Ну а что касается меня, то к южным регионам я вообще потерял интерес. Проезжаем через Териберку насквозь и по грунтовой дороге отправляемся на берег владения Губы. Там и будет очередная точка остановки на пару дней в формате мотобухты. Наслаждаемся видами по дороге сквозь взорванные скалы. Они здесь воистину прекрасны. А выехав из скал, мы приезжаем на место.
Первым делом нужно обустроиться, перекусить, ну а потом уже можно и гулять пойти. Слезай, я думал лучше к морю ближе. Но мы туда не поедем, мотоцикл здесь поставим. Да, посмотрим просто обстановку. Катим импровизированный стол. Тяжелая. Где у нас стол-то будет? Да кидай куда угодно. Короче, здесь. Оп. Прекрасно. Что, все? Да, разбираемся. Убираем пола. Давай речку попьем. Перекусив, идем погулять по берегу моря-океана. В настоящее время здесь отлив. Териберский пляж поражает своими просторами. Териберка. Сейчас вот отлив. Завтра попробую застать прилив. Вот когда отлив, до острова можно дойти пешком вот до того. А когда будет прилив, то до него не дойти. Вода поднимается на несколько метров. Собираюсь проверить версию о том, что в отлив до острова можно дойти пешком. До острова я и впрямь дошел пешком. Глубина примерно по колено. Единственное, на сам остров залезать я не стал. Захода там совсем нет, а камни очень скользкие и буквально облеплены ракушками. Также тех, кто планирует там побывать и сходить пешком на остров, хочу предостеречь. Во время отлива, действительно, туда можно быстро и легко дойти, но не стоит долго на острове задерживаться. Ведь когда начинается прилив, вода прибывает довольно быстро, и расстояние от острова до берега увеличивается в разы. Глубина, кстати говоря, тоже. При этом добраться вплавь неподготовленному человеку будет просто невозможно. Да и подготовленному тяжеловато. Ведь температура воды здесь практически всегда плюс 2 градуса. Даже купаясь круглый год, в том числе и зимой в проруби, даже для меня она показалась, мягко говоря, бодрящей. Водичка такая более чем бодрящая, я сказал. Да? Холодная? На обратном пути в сторону палатки все же не удержался и решил искупаться. Ты знаешь, что ли? Ну вот, я искупался в Северном Ледовитом океане. Водичка посвежее, мне кажется, чем у нас зимой в проруби. И очень сильно соленая. Прям аж язык сводит. Жгет все тело. После водных процедур решили еще немного погулять и насладиться первозданной природой. Креветку вот выкинула в отлив на сушу. Сейчас мы ее отпустим. Затем прогуляли в сопки и пошли спать. А на следующий день мы отправляемся погулять по местности. Утро, 6 июля. Прекрасная погода нынче за полярным кругом. Сам Бог велел пойти и искупаться перед трапезой. Пойду-ка я искупаюсь.
Воздух Северного Ледовитого океана. Накупавшись, едем в один небольшой ресторан. Не знаю, что это раньше было за место, бункер или еще что, но место атмосферное и нам понравилось. А самое главное, готовят очень вкусно. Спасибо. После сытного обеда мы поехали кататься по местности. Приезжаем на кладбище кораблей в Териберке. Как мы уже знаем из истории поселка, когда-то здесь было 2 рыболовецких колхоза. Работали рыбзаводы и судоремонтные мастерские. Многие жители занимались рыболовецким промыслом и переработкой рыбы. Практически в каждом доме была своя лодка. Во время Великой Отечественной войны Териберка частенько подвергалась немецким авианалетам, так как здесь была база рыбного промысла, работавшая на нужды фронта. До 60-х годов Териберка активно развивалась, но в 60-е годы в связи с развитием рыбного промысла в более крупных масштабах, постройкой большого рыбного комбината в Мурманске, появлением крупнотоннажных судов, которые выходили на добычу рыбы в открытый океан, у небольшого рыбного промысла в Териберке не осталось ни малейшего шанса на конкуренцию. К тому же крупные суда не могли заходить в реку, поэтому местный рыбзавод ликвидировали и рыбным промыслом заниматься перестали. Так и остались здесь брошенные по сей день в устье реки Териберка никому не нужные рыболовецкие суда. Большая часть из них практически сгнили, остались лишь одни остовы. Ходить здесь, кстати, не очень безопасно. Не то чтобы ходить, но подъезжать близко к берегу точно совсем не стоит. Ведь в любой момент можно провалиться, как это и случилось с одним из автомобилей, на котором решили подъехать поближе. К счастью, людей здесь было много, мы вовремя увидели и помогли выбраться автотуристу из ямы. Так что будьте внимательнее. После кладбища кораблей едем чуть дальше до смотровой площадки. Полюбоваться с возвышенности на Териберскую губу. Находится она недалеко от метеостанции. Доезжаем по асфальтовой дороге до небольшого указателя водопад и поворачиваем направо. Как ориентир, после поворота по левую сторону будет школа. Проезжаем метров 200 и поворачиваем налево на грунтовку. Проезжаем через гаражи и продолжаем движение дальше, никуда не сворачивая. Хотя и сворачивать тут особо некуда. Качество грунтовки дальше здесь так себе. Не то чтобы она прям супер сложная, она вполне проезжаемая, просто очень большие перепады высот на ухабах. Создается впечатление, что едешь не на мотоцикле, а на каком-то коне. Еще немного и укачивать начнет. К тому же, несвойственная для этих мест 30-градусная жара этому способствует. В общем, в скором времени мы доехали до смотровой, оставили мотоцикл и решили немного прогуляться. Полюбовавшись видами, решили ехать обратно в лагерь. Конечно, здесь есть еще много что посмотреть. Буквально в паре километров водопад и другие природные достопримечательности. Однако в ту жаркую минуту у нас было лишь одно желание – поскорее усесться на пляже и охладиться в прохладном море.
Зато будет повод вернуться сюда еще, а может быть и не раз. Уважаемые зрители, понравился фильм? Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и если есть что сказать, пишите свои комментарии. Всем буду рад. На этом, пожалуй, закончу свой сегодняшний рассказ. Всем добра и до новых встреч. Что это? Не знаю.